Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Хотя Ханчер пытается объяснить происходящее, Джемиль не может понять ее поведение. Когда Джихан приходит в больницу, он спорит с Нусрет. Пока Джихан Нусрет держит его за воротник, приходит медсестра и сообщает, что результаты анализов готовы, и доктор хочет встретиться, и Джихан говорит: «Я его сын, давайте встретимся». Мелих паникует, потому что не может связаться с Ханчером. Ожидая перед домом, он видит, как Джемиля торопливо выводит из такси. Когда он засовывает кинжал внутрь, Дерья спрашивает, что ты делаешь, но не получает ответа. У Дерьи есть объяснение. Когда она расскажет девушке о том, что ты делаешь, что объяснит Джемил: «Я видел их рядом». Мужчина снимает дом и ходит туда и обратно. Врач говорит, что одна сторона Гэжи Мукаддер заживет, другая может пройти физиотерапию, но я ничего точно сказать не могу. Джихан говорит, что я готов сделать все, что необходимо для моей матери. Пока Дерья пытается успокоить Джемила, когда Джемил обвиняет и ее, Дерья говорит, что не хотела, чтобы случилось что-то плохое, но Джемил очень злится и говорит, что ты заперт в доме. Когда она выходит в ярости, Дерья говорит, сколько дней она будет так заперта, это не решение этой проблемы. Джемиль говорит: не волнуйся, я решу эту проблему раз и навсегда. Это случилось с госпожой Мукаддер, матерью Джихана, и она сказала: «Я здесь, мама, Ханчер убил меня 1000 раз. Не разрушай его. Твой внук ждет тебя дома. Ты будешь держать его за руку, так же, как ты держал мою. Мы выздоровеем так же, как после ухода моего отца. Мы начнем новую жизнь, ты и я, твой внук, мама». Госпожа Мукаддер только плачет. Бейза слушает их из-за двери. Пока Мелих задается вопросом, что происходит у двери, Джемиль прибивает дерево к окну Ханчера кусками дерева, которое он купил. Ожидая в коридоре больницы, Джихан говорит Энгину, что ребенок в утробе Ханчера от кого-то другого. Родители Синим разговаривают с ней, потому что она расстроена тем, что Мелих не сделала никаких заявлений, а ее отец говорит: «Я пойду на автобусную остановку, выпью ее чая и вернусь». Когда Энгин Ханчер говорит, что для него невозможно родить чужого ребенка, «Я бы этому не поверила», — говорит Джихан. «Я тоже так думала, но уйдя с дороги, глядя мне в глаза». Джихан очень зол, сколько раз он это говорил, он злится на себя, потому что я не понял, я глупый. Энгин говорит: «Я знаю, что это очень сложно, но с этого момента ты должен позаботиться о своем пути, у тебя есть мать и ребенок, о которых нужно заботиться». Когда Джихан говорит, что я построю себе новую жизнь, но мне нужно узнать, кто он, Энгин спрашивает, почему. Джихан говорит, что поскольку Ханчер не может иметь ребенка от человека, которого она знает уже 2 дня, такое уже случалось раньше. Когда отец Синим подошел к остановке и спросил о Мелихе, он не сказал, что они не знают, где он, но сначала сказал, что там была девушка в чедре, и сказал, что женится на ней, затем стала приходить девушка-брюнетка и собиралась, она была очень занята. Джихан говорит Энгину, что если он сказал такую ложь, чтобы избавиться от меня, я вычеркну его из своей жизни. Бейза делает вид, что ребенок плачет, потому что не чувствует его запаха, и говорит, что пойдет в особняк, потому что скучает по нему. Уходя, Джихан звонит Бейзе и говорит спасибо за заботу о моей матери. Бейза говорит, что это не имеет значения, какие у меня обязанности, и уходит. Пока Ханчер разговаривает со своим малышом и говорит, что скоро все станет ясно, как я это объясню, она понимает, что в ее окно стучат. Он думает, что кинжал — это Джихан, и когда он смотрит, он видит, что это Мелих. Когда Мелих говорит, что она ему интересна, она рассказывает ему, что произошло. Когда Нусрет и Бейза приходят в особняк, Гульсим испытывает облегчение, когда Мукаддер говорит, что она боится речи дамы и какое-то время не сможет говорить. Когда госпожа Фадиме советует, что чем больше вы будете кормить ребенка грудью, тем больше у вас молока, и Бейза ругает меня, говоря: «Разве ты не понимаешь?» Мелих говорит, что ты не сделал ребенку ничего хорошего. Тогда, даже если она удалит вас, она захочет узнать, кто отец ребенка. Джихан вызывает кого-то из компании в больницу и поручает проследить за Ханчером и выяснить, кого он видел и с кем разговаривал.
Когда Ханчер беспокоится о том, что сказать, когда объявят о рождении ребенка, я должен уйти отсюда как можно скорее, говорит Мелих, не волнуйтесь, если я сообщу об этом в полицию, они немедленно его заберут. Пока Дерья приносит ему еду, Хансер думает, что его брат идет, отсылает его и закрывает окно. Когда Дерья спрашивает Ханчера, почему ты не пошел, как тебя поймали, что ты делал с этим человеком, Хансер говорит, что хотел поговорить в последний раз. Ребенок Бейзы никогда не перестает плакать. Он не дает спать даже госпоже Фадиме и Айсу. Когда Нусрет приходит к нему и спрашивает, почему эта малышка не молчит, Бейза говорит, что она не молчит, я оставлю ее у двери Фадиме и уйду. Нусрет спрашивает, что ты скажешь Джихану. Джемиль все еще очень зол, и Дерья не может его успокоить. Бейза разговаривает с малышом так, будто она перед ним большой человек, чтобы заставить его замолчать, затем берет его подушку и выходит из комнаты. Мисс Фадиме не выдержала и собиралась пойти проверить, как голос ребенка оборвался. Йонка приходит к ребенку и кормит его грудью, чтобы успокоить. Йонка одновременно плачет и кормит ребенка грудью. Бейза уходит в другую комнату и удобно ложится, думая, «Ой, посмотри, какая полезная была моя речь». В больничном коридоре Джихан одновременно очень грустен и беспомощен, его глаза полны слез, и он думает о том, что сказал Ханчер. В комнате, где ее заперли в Ханчере, она плачет, думая о том, как она была счастлива, когда узнала о ребенке Джихана, и как она была рада воссоединению. Он извиняется перед своей дочерью за то, что оставил ее без отца. «Я не знаю, что делать, прости, что втянул тебя в эту неизвестность, моя бобочка», – плачет он. В другой комнате Джемиль погружен в тревожные мысли. Когда Таяр просыпается утром, он не может найти Йонку в своей постели, и пока он оглядывается, чтобы увидеть, где она, приходит Йонка. Когда я спросил, где ты, Йонка не могла заснуть, поэтому я просидел там до утра, но, думая, что теперь я буду спать, она легла на свою кровать, взяла соску своего ребенка, поцеловала его и заплакала. Бейза говорит Гэже Фадиме, ты видел, что я зарезервировал свою комнату, посмотри, как хорошо она спала, с этого момента я всегда буду спать отдельно, пока не придет моя тетя, я буду спать в ее комнате. Ребенок снова начинает плакать. Госпожа Фадиме говорит, что хочет отделить маленькую комнату, но Бейзу это не волнует, и она говорит, давай, покорми ее. Когда я спрашиваю, что за мать Айсу и почему она родила, госпожа Фадиме отвечает, что она вынимает из этого ребенка гнев, которого не смогла получить от господина Джихана. Затем она немного гладит малыша и кормит его едой. Гэжу Мукаддер выписывают из больницы, и пока Джихан и Энгин вывозят ее из больницы, приходит Нусрет и говорит, «Выздоравливай скорее, сестра, ты нас так напугала». Госпожа Мукаддер только качает головой. Когда Нусрет говорит, почему бы вам оставить ее в таком состоянии, если бы она осталась в больнице еще на несколько дней, Джихан говорит, что пошла бы домой, при условии, что о ней хорошо позаботятся. Дом был бы лучше и внук был бы с ней, было бы хорошо. Когда Джемиль выходит из дома, ничего не сказав Дерье, Дерья что-то замышляет, но что она говорит? Бейза говорит, как приятно мне было лежать здесь, вдали от плача ребенка. Затем, когда я спросил, приходил ли мой сын навестить бабушку, Джихан пришел пожелать скорейшего выздоровления его внуку, когда я сказал «мама», из глаз Гэжи Мукаддер текут слезы. Дерья приготовила тост за Хансера и принесла ему поесть, но Хансер хочет, чтобы он помог ей сбежать, а не съел его. Когда Дерья настаивает на том, что ты скрываешь, Хансер говорит, что он ничего не скрывает, Дерья злится и уходит, говоря, «Заткнись, садись, ты разрушаешь мой дом». В это время Джихан звонит Дерье, чтобы поговорить с компанией, и предупреждает ее, чтобы она не сообщала об этом Хансеру или Джемилю. Даггер открывает окно, думая, что ему нужно найти выход, но когда он понимает, что не может выбраться, закрывает его и садится. В то время как Дерья рассказывает, что Нусрет ворвался в дом и сказал очень резкие слова, Дерья шокирована, когда Джихан Хансер говорит, что беременная женщина не от меня. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.